Всем привет, ребята! Сегодня в этом видео я хочу с вами поделиться очень интересным опытом, каким образом снимать деньги за границей, а именно в нашем случае сегодня мы будем рассматривать Чехию с банка Erste Bank Sparkasse. Совсем недавно я снимал видеоролик о том, какие преимущества имеет данный банк. Советую вам с ним ознакомиться, если вы еще не видели. Ссылку я оставлю в описании этого видео. Если вы решите открыть счет в этом банке, то обязательно используйте мою ссылку для того, чтобы я получил за вас бонус и у нас была выигрышная ситуация с обеих сторон. Итак, как я говорил в предыдущем видео, Erste Bank Sparkasse нам позволяет снимать деньги без комиссии за границей. По-немецки bezahlen im Urlaub, то есть платить или снимать деньги в отпуске. И если мы спустимся вниз на этой странице, у нас есть замечательная карта. Давайте сейчас это закроем сообщение. Значит, смотрите, в нашем случае сегодня мы будем рассматривать снятие наличных денег с банкомата партнера в Чехии. Вот у нас здесь есть. Если вы не видели предыдущее видео, я показывал, что эта карта показывает банки-партнеры Erste Bank Sparkasse. То есть в этих странах вы можете снимать наличные деньги не еврозоны, без комиссии. Это очень удобно, поверьте мне, потому что я пользуюсь всегда только партнерскими банками, и я всегда оставался довольный, потому что если вы снимаете в других банкоматах, то с вас высчитывают очень большие проценты. Давайте мы сейчас спустимся вниз и посмотрим вот этот вопрос. Какие банки-партнеры существуют в Евросоюзе Erste Bank и Sparkasse вне Австрии? И здесь у нас можно видеть. Первое – это Чехия, Чешская спожительна, Словакия, Словенская спожительна, Венгрия, Erste Bank Hungary, Хорватия, Сербия, Румыния, Erste Bank, Монтенегро, Sparkasse Македония и тому подобное. То есть вот также и в Словении есть. Теперь давайте я покажу, каким образом можно снять наличные деньги, например, в Чехии, без процентов в банке-партнере Чешская спожительна. Итак, рассмотрим ситуацию. Вы приехали из Австрии в Чехию, либо из Германии в Чехию, и вам необходимо снять местную валюту, то есть чешские кроны. В некоторых местах в Чехии, естественно, вы можете платить и в евро, но, как мы с вами все знаем, в евро платить невыгодно, потому что, как обычно, в Чехии если вы платите в евро, то используется более низкий курс. Нам этого не нужно, поэтому мы снимаем наличные деньги в Чехии. Первое, что нам необходимо найти, это банк-партнер Чешская спожительня. Вот видите, я здесь уже ввел картинки. Вот так они выглядят в Чехии. Они могут выглядеть так же, как и банкоматы, например. Вот таким образом выглядят у нас банкоматы в Чехии нашего банка. Их можно сразу отличить, потому что у них используется один и тот же шрифт и цветовая гамма синего цвета. После того, как вы вставили карту в банкомат, выбрали нужную сумму, например, в моем случае я выбирал 5000 крон, и перед вами высвечивается вот это интересное окно. Значит, ребята, ни в коем случае не нажимайте на правую сторону Mit Konvertierung akzeptieren, потому что данное окно всегда является для вас невыгодным. То есть, смотрите, это окно называется финансовой ловушкой, которая используется часто, когда вы снимаете деньги не в евро. Давайте обратим внимание, почему нельзя на нее нажимать. Здесь у нас за 1 евро вы получаете 22 кроны 34 копейки. Это очень низкий курс. Перед снятием денег я проверял в своем банке, и курс был за 1 евро 25 крон. То есть это уже невыгодный курс для нас. Дальше. Здесь у нас показывается, что мы Европейскому центральному банку не платим вообще никакие проценты. Общая сумма, если вы, допустим, согласитесь и нажмете на эту конвертацию, будет составлять 223 евро 77 центов, что является очень много. Сейчас объясню почему. Итак, нам необходимо нажать на Ohne Konvertierung akzeptieren. Нажимаете на нее, потом вам будет предложено распечатать чек или нет. Я в моем случае распечатал. Буквально через несколько секунд я получаю сообщение от моего приложения Erste Bank, где написано, что я вывел 5000 крон, и с меня будет высчитано по местному банку, по Erste Bank Sparkasse в Австрии, всего лишь 201 евро 30 центов.
Но обратите внимание, что мы заплатили Европейскому центральному банку 1,3%, что является очень небольшим процентом, но его в любом случае вам нужно будет заплатить за именно конвертацию валюты. И теперь давайте перейдем к самой интересной части. Это подсчитаем, сколько же мы заплатили бы в случае, если бы мы нажали на кнопку. Здесь у меня скриншот, сколько с меня сняли в общей сумме вместе с налогом Европейского центрального банка. Это всего 201 евро 30 центов. То есть у нас было сначала 223,77. Давайте мы сейчас посчитаем. 223,77 минус 201,30. 201,30 равно. То есть вот эта сумма, обратите внимание, давайте сейчас еще так сделаем. Вот. Если вы нажали бы кнопку на Mit Konvertierung akzeptieren, то заплатили бы комиссию в размере 22 евро 47 центов, что является абсолютно невыгодным для вас. Для банка, конечно, это очень хорошо, когда люди не понимают и нажимают на эту клавишу, соглашаясь с всеми вот этими вот процентами. И теперь давайте рассчитаем, какой процент с нас высчитали и сколько мы переплатили за обменный курс. Значит, если мы будем считать без процента Европейского центрального банка. Значит, смотрите, я вписываю то, что с меня сняли, 201,30 минус 198,94 равно. Вот. В результате мы с вами заплатили всего 2 евро 36 центов. Конечно, хочу также отметить, что курс соотношения евро к чешской кроне, он всегда варьируется в зависимости от дня. Каждый день это может быть и меньше, и больше. Но приблизительно вот, чтобы общую картину понимать, мы видим, что без конвертации нам выгодно нажимать на кнопку на эту и снимать как можно больше чешских крон и платить как можно меньше комиссии самому банку. Итак, если вы находитесь на территории Австрии и у вас еще нет банка Erste Bank Sparkasse, то обязательно приходите по моей ссылке, регистрируйтесь. Вы можете открыть ваш счет либо онлайн, либо зарегистрироваться в филиале вашего места жительства, там, где вы находитесь, и прийти самостоятельно для того, чтобы открыть вашу первую MasterCard карту, либо Visa. Все, надеюсь, видео было полезным. Пишите ваши комментарии, если вы уже оформили карту по моей ссылке. И пишите ваши вопросы, я постараюсь на них ответить. Благодарю за внимание, всем пока.